So hello everyone, and I have to first thank you, the Early Intervention Institute, for inviting me. I'm very, very honored to be here. Ну, всех приветствую и хочу очень поблагодарить Институт раннего вмешательства за то, что меня пригласили. Я очень рада быть здесь. My name is Iina Hейкураннен, and I'm a speech and language therapist by training. Меня зовут Иина Хейкураннен. Иина Хейкураннен. Я из Финляндии. And I'm also the CEO of a company called Kipinä Keskus, Kipinä Center. И я еще числюсь CEO в организации Kipinä Keskus. We work with a lot of children who have complex communication needs, and our mission is to make sure that every child can participate fully in their everyday life. Значит, мы работаем со многими детьми, у которых сложные проблемы с коммуникацией, и наша миссия – это добиться, чтобы каждый ребенок мог полностью участвовать в повседневной жизни. So you can definitely call me an AAC believer and a picture communication enthusiast. That's what I love to do. То есть вы можете определенно назвать меня человеком, верующим в альтернативную коммуникацию, и человеком, который в этой области большой энтузиаст. If you give me a child who is about 2 years old, has something going on with their development, for example, a child with cerebral palsy or Down syndrome, that's when I'm like, yes, let's start working together. Значит, если вы мне дадите ребенка, которому 2 года, и у которого ДЦП или синдром Дауна, если это какие-то проблемы с коммуникацией, я прихожу в восторг и говорю, да, давайте работать вместе. The less they speak, the more excited I get. И чем меньше они говорят, тем больше я в восторге. Because I can have a huge impact in these children's lives when I provide them and their environments with alternative means they can use in their communication. Потому что чем больше у них, чем меньше они говорят, тем больше влияния я могу оказать на жизнь этих детей, и тем больше я могу дать им и их окружению, снабдив их средствами альтернативной коммуникации. So it's exactly what my lovely colleague said, that communication is the essence of human life. Ну вот, как сказала наша прелестная коллега, коммуникация – это суть человеческой жизни. Who here has had such a sore throat that they cannot talk for a couple of days? У кого здесь бывали моменты, когда пару дней невозможно разговаривать почему-нибудь? It's horrible, but you guys can write your messages or use technology. Ну, это совершенно ужасно, но вы же можете записку написать или какие-нибудь технические средства использовать. But you can imagine what it feels like being born without a voice and not having that power of communicating with people you love. Но вы представить себе не можете, каково это родиться вообще без голоса и не иметь возможности никак общаться с теми людьми, которых вы любите. Communication and being able to express your thoughts, it is so important to the psychological development of children as well. Коммуникация и возможность выражать себя и понимать других, это колоссально много значит для того, как человек чувствует себя собой. It is about the quality of life. If you can't communicate, if you can't express your thoughts, it really directly makes your quality of life weaker. Это связано с качеством жизни. Если вы не способны к коммуникации и не можете себя выразить, то качество жизни падает немедленно. And in Finland, I work a lot with people who work in early education, so I go to daycares a lot. И в Финляндии я довольно много работаю с людьми, которые работают в дошкольном образовании, поэтому я по детским садам довольно много хожу.
And in Finland, we have a national education, early education plan that all the different daycare centers follow. В Финляндии существует единая программа для всех детских садиков, которой следуют все детские садики Финляндии. And this is, and there is a paragraph that's titled "Children's Rights." И там есть, соответственно, раздел, который называется «Права детей». And the quote you see is the first sentence in that paragraph. So everybody has a right to express themselves, to be understood with whatever means they have at their exposure. И начинается вот с этой вот фразы: все дети имеют право выразить себя, свои мнения и мысли, и быть понятыми при помощи тех коммуникативных средств, которые они используют. And it sounds simple enough. We should be able to achieve this, right? И звучит довольно просто, казалось бы, легко достигнуть. But not with our group of children, not with the children who have developmental issues and who struggle with their speech development. Но не с нашей группой детей, не с теми детьми, у которых проблемы развития и которые с развитием ведут борьбу. So we have to really look at language as a key part of preventing social exclusion. То есть на язык мы смотрим как на нечто, имеющее ключевую роль в том, чтобы избежать исключенности из жизни. How many of you have seen the child who is nonverbal to just kind of be left out and be by themselves and not have other children to play with? Многие из вас наверняка видели ребенка, который не говорит, и поэтому стоит один, и другие дети его не принимают в игру, и он как-то совершенно отдельный от всех. Most likely many of you. Многие из вас наверняка. So we really can't take speech and language for granted. То есть мы на самом деле не можем к речи и языку относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. There are lots of children who need support with their communication and language. Есть масса детей, которые нуждаются в поддержке в вопросах коммуникации и языка. And I've listed some of the children I work with a lot. Ну и я перечислила детей, типы детей, группы детей, с которыми я много работаю. But I would say that the bottom part of this slide are the children we work with the most and who need our help the most. Но в нижней части слайда вы увидите те группы детей, с которыми мы больше всего вынуждены работать. So we have a lot of children in the autism spectrum who have issues with developing speech. У нас очень много детей в спектре аутизма, у которых большие проблемы с тем, чтобы развивать речь. And like the little boy we just saw who seemed to have a physical disability. И как вот этот вот мальчик, которого мы только что видели, мальчик с физической инвалидностью. And a lot of children with developmental disabilities have a high risk with communication disorders. И большое количество детей с нарушениями развития, у которых тоже высокий риск нарушения коммуникации. So I wanted to talk to you today about the power of pictures and how it can help these children. Ну, и я хотела поговорить с вами сегодня о той силе, которую имеют картинки, и как они могут помочь этим детям. I could also say the power of sign language. Я бы могла с таким же успехом сказать сила языка жестов. But since I have lovely colleagues here who do signs much better than I do, where's Annika? There. У нас есть коллеги, которые намного лучше меня делают, изображают жестовую речь. Вот Аника. So I will concentrate what I am best at, which is picture communication. Поэтому я сосредоточусь на том, что у меня лучше всего получается с картинками.
But the more the merrier. You can mix signs with pictures and it's all good. Но чем больше, тем веселее, потому что если вы смешиваете жесты с картинками, так это еще даже и лучше. What I sometimes hear when I go to daycares is that, oh, we don't need pictures. These children don't have such disabilities. We don't need to use pictures. Достаточно часто, когда я хожу по детским садикам, мне говорят, ой, нет, нам картинки не нужны, у нас не такой инвалид этот ребенок, мы обойдемся без картинок. And it seems like even children who need pictures, people might say, oh, we don't want pictures, we don't need them. И, соответственно, даже когда детям картинки позарез нужны, то взрослые склонны говорить, нет, нашему ребеночку картинки не нужны. We want speech. Нам речь нужна. So what I tell them is that everybody can benefit from pictures. Ну, я им говорю, что? Я им говорю, от картинок всем польза. That's why our traffic signs don't have any text on them. У нас же на этих самых на знаках на дорожных не текст. Imagine driving and your traffic signs would look like the one on the right. Представьте себе, что вы ведете машину, и у вас знак не такой, как тот же слева, а такой, как справа с текстом. So it's very natural for us all to use visual cues when we communicate with each other. Мы, когда общаемся, для нас очень естественно использовать какие-то зрительные подсказки. So let's try one thing. Ну, давайте вот попробуем такую вещь. You see the pictures where there is 1, 2, 3, 4, 5 right in the middle. Там посередке, видите, где 1, 2, 3, 4, 5 картинки? I will explain to you what's happening in those pictures. Я вам объясню, что на этих картинках происходит. In Finnish. По-фински объясню. Let's see if you understand. Предположим, вы меня поняли. So no need for translation. Okei, ensiksi me mennään vessaan. Sen jälkeen pitää pyyhkiä. Sitten pitää vetää vessa, pestä kädet ja kuivata ne. So, did you guys understand me with the picture support? Yes, good. Да, отлично. So, we can see that, you guys are all very smart, your language skills are good, and still you benefited from the use of pictures. И смотрите, вы вполне все умные люди, и у вас хорошие коммуникационные навыки, а все на картинке-то помогли. Of course, I cheated a little bit and used Finnish, but. Ну, я немножечко, конечно, смошенничала, что по-фински вам это сказал, но тем не менее. So the good thing about pictures is that they are visually stable. Значит, что с картинками хорошо? Они зрительно стабильны. They don't disappear after you've said them. Они не исчезают после того, как вы их сказали. I can say, I want to go to the sauna. Я могу сказать, я вот хочу пойти в сауну. And you can see the picture still that I'm pointing to. И картинку, на которую я показываю, вы продолжаете все еще видеть. And pictures like this really help children with their functioning. И такого рода картинки, они действительно очень помогают детям с их функционированием. It helps with predictability. Помогает с предсказуемостью. So for a child who has a really hard time stopping playing and going outside can really benefit from a schedule like this. То есть, если у ребенка, например, серьезные проблемы с тем, чтобы прекратить играть и начать собираться на прогулку, то расписание такого вот типа очень большая помощь и поддержка. But these kinds of pictures don't give you freedom to express whatever's in your head. Но такого рода картинки не предоставляют вам свободу выражать решительно все, что у вас в голове. Also, do you guys work with children who have a hard time understanding speech? Вы работаете с детьми, у которых проблемы с тем, чтобы понимать речь? Yes? Yes? Okay. So when I talk to children and point to pictures at the same time, it is much easier for the children to understand me.
И я, когда с детьми такими разговариваю, я с ними разговариваю, одновременно тыкаю в картинки. Им намного легче меня понимать. For example, Например, I'm going to tell you something. я вам что-нибудь расскажу сейчас. I'm going to go to places. Я поеду вот в эти вот места. Я Want to хочу go поехать to the play park. в игровой парк. So for a child to be able to see symbols while I'm talking, it makes me easier to understand. Когда ребеночек может видеть символы того, про что я говорю, пока я говорю, то меня легче понимают. So I want to ask you, have I already convinced you? Raise your hand if you think like, yes, we should all be using picture communication with our Значит, у меня children. вопрос. Я вас уже убедила? Поднимите руку, если вас уже убедили, что нужно использовать картинки. Ooh, pretty good, pretty О, good. как хорошо. Очень хорошо. So let's try it out. So can you please take out this paper that I handed out in the beginning? Значит, давайте попробуем. Возьмите вот ту бумажку-раздатку, которую я вам раздала. So you are now children who cannot talk. Вы сейчас дети, которые не могут говорить. You can nod your head. Можете и головой кивать, You can shake for no. можете покачать головой, что нет, No words. а никаких слов. Oh, hold on, I need to see. Okay, let's pretend. Хорошо, давайте притворимся. You accidentally drop your fork on the floor and you can't reach it. What do you do? And use your picture communication board. You dropped what? You've dropped what? Fork. Ага. Вы нечаянно вилку уронили и не можете ее поднять, а никакой речи использовать не можете. Try to say that to your the person who is sitting next to you. Попробуйте сообщить об этом тому, кто сидит рядом с вами, что вы вилку уронили. Yeah. Good? Да, очень неплохо. Okay, next one. Следующее. Oh, they're coming in. I think they might be coming in wrong order, but I'll just do everything for. Так, у меня, кажется, по слайдам немножко не в том порядке идет, но ничего. So let's do the second one. Ну, вторую, значит, сделаем. You hate your soup. Ew. And the adult at the table is asking, what's wrong? So what do? Вам суп ужасно не нравится, а вас спрашивают, а что неладно-то? Did you find a way? Найдете способ выразить? Good. Third one. The adult is giving you salad without asking whether you want it or not. What do? Значит, третий. Вам накладывают салат, забыв спросить, хотите вы салат или нет. Что будете делать? Can someone show me what you Можете мне did? показать, что вы сделали? No? Oh, you can do that too. What if you have cerebral palsy? You're like если this. у вас ДЦП, и вы сидите вот так вот? But anyway, you get, so there is a point there where you can say, I don't like it. Ну, так или иначе, существует какой-то момент, когда у вас есть возможность выразить, мне это не нравится. So I made this board for a child who was 3 years old and had Down syndrome. Я вот этот вот набор картинок сделала для ребенка, который был 3-летний, и у него был синдром Дауна. But a board like this is not enough. Но одного набора такого недостаточно. Because imagine this, everybody at the dinner table is talking about their weekend. Вот, потому что представьте себе, сидит народ за обеденным столом, и все рассказывают, как они выходные провели. And this board is the only communication
aid you have. А у вас вот этот вот набор картинок, это все, что есть на самом деле, чтобы как-то общаться. So how can you talk about your weekend? Because you do want to. Потому что вам-то тоже про свои выходные хочется рассказать, а как это сделать? So what most likely might happen is this. То есть, вероятнее всего, получится вот такое вот явление. How many of your nonverbal children have behavior issues? У ваших не говорящих, невербальных детишек какого количества так называемые поведенческие проблемы? They might not be behavior issues. Очень возможно, что это не поведенческие проблемы. Just imagine how frustrated you would be without ever being able to participate in any conversation. Вот представьте себе, насколько вы себя будете чувствовать фрустрированными, если вы ни в какой разговор никаким образом не можете вступить. I would be throwing stuff. Я бы швырялась вещами. I would be lying on the floor with my feet up in the air. Или я бы лежала на полу и ногами двигала в воздухе. Eventually, I might even hit somebody. Может, даже кого-нибудь стукнула бы в конечном итоге. So it is really important that our children have a chance to participate and communicate. Поэтому очень важно, чтобы у наших детей был какой-то шанс участвовать и общаться. And it doesn't matter whether it's with a picture, a gesture, a sign, it doesn't matter as long as they have something. И совершенно неважно, это они будут делать картинкой или жестом, или значком каким-то. Главное, чтобы у них что-то было. So one important question is that how can we teach children to use pictures? Значит, один важный вопрос. Как мы можем ребенка научить пользоваться картинками? And it's actually a Russian, very famous psychologist who has the answer to this. Ну, на это ответ дал весьма знаменитый российский психолог Mr. Lev Vygotsky. Выгодский. And he says that language is learned in social interactions with a more skilled partner. И он говорит, что языку учатся в социальном взаимодействии с более опытными пользователями. So let's look at this next picture. Следующую картинку посмотрим. So I actually have a little mistake here. Тут вообще ошибочка есть маленькая. I fixed it, but it's in my English PowerPoint. Я в английском PowerPoint поправила ее, а тут нет. So please write here pictures instead of speech. Вот там, где внизу речь, там надо написать картинки. But anyway, the first line in the here is how children typically learn language. Первая строчка здесь это то, как дети обычно языку учатся. So we talk to children. Мы с ребеночком говорим. If they're typically developing, they'll start talking. Если ребенок типичным образом развивается, то он тоже начинает говорить. Let's say I talk Finnish to this child. What are they going to start speaking eventually? А если я с этим ребенком начну разговаривать по-фински, то ребеночек, когда начнет говорить, то он будет говорить на каком языке? Exactly. My children, they hear English from their dad and Finnish from me. What have they started speaking? А мои дети, например, от папы слышат английский, от меня финский. Они на каком будут говорить? Exactly. You're very smart people. Good job. So it's not complicated. Да. То есть это, в общем, несложно на самом деле. Ну, да, как наши люди, все понятно. What you put in comes out. То, что вы вкладываете, то вы и получаете. But then we have these children who don't develop typically. А есть же дети, которые типичным образом развиваться не развиваются. And we want to give them pictures or signs so that they can have some way of communicating their thoughts. И мы хотим, чтобы им дать картинки или какие-то знаки, жесты, чтобы они могли как-то общаться. But we still just talk to them. А мы вместо этого просто с ними говорим.
There is no part in your brain that can transfer talk into pictures or talk into sign. В мозгу нет такого участка, который бы трансформировал разговор в картинки или в жесты. So what we need to do is this bottom part. Oh, sorry. This bottom part here. То есть нам нужна вот эта вот часть. If we want pictures to come out, we need to talk in pictures. Если мы хотим, чтобы мы получали в ответ картинки, нам нужно разговаривать в картинках. If we want children to sign, we need to sign to them. Если мы хотим, чтобы ребенок говорил жестовой речью, нам нужно говорить с ним жестовой речью. It's very simple, Это очень просто. but in practice it's a little bit more complicated. Ну, на практике оно, конечно, мало сложнее. So, I ask again, are you guys getting more on board? Do you feel like, yes, I should start getting to, or I should start using picture communication or signs more often? Итак, еще раз спрошу, убедила я вас или нет? Сидите ли вы тут и думаете, надо будет мне картинками чаще больше пользоваться? Show me hands. Who's with me? Пожалуйста. Кто со мной? Most people, yay. Большинство со мной, замечательно. So let's start, let's see what modeling feels like. I'm going to show you before you need to do this task. Ну, давайте на примерах посмотрим. Вот прежде чем вы будете выполнять это задание, я вам покажу сначала. So basically what you do is you point and talk. Значит, что вы делаете прежде всего? Вы просто показываете и говорите. For example, I could say, Например, я могу сказать. Sina, oh sorry, I'm doing this in Finnish, sorry. По-фински поехала, прошу прощения. You are so much fun. С тобой так весело. I really like you. Ты мне ужасно нравишься. So I'm just pointing and talking. It's very simple. Просто показывайте и просто говорите. Совершенно все просто. So you have this communication board with you. То есть у вас вот этот вот набор картинок с собой. So I want you to try to model at least 2 sentences, something about this picture. Я хочу, чтобы вы попытались создать в картинках хотя бы 2 предложения. Вот про эту вот картинку. So for example, you could do something like this. A boy is playing with the train. Мальчик играет. So try and do 2 sentences with your with the person who's sitting next to you. Значит, с тем, кто сидит рядом с вами, пожалуйста, обменяйтесь парой предложений по поводу этой картины. Рисуночных предложений. I want to see all fingers moving. Я хочу, чтобы у всех, хочу видеть у всех, чтобы пальцы показывают на что-нибудь. Oh, sorry. It's okay. How does it feel? Ощущение какое от всего этого? Did it feel difficult? Было ли это трудно? Yes. Mm-hmm. Can you tell me what made it difficult? А можете сказать, от чего трудно? Looking for the picture, not used to it. Yes. And some people, when they get, because you got quite a complex board. И заметьте, вам дана сложная дощечка с картинками. And some people would say that,
well, let's ask, who thinks the board you are holding is too difficult for your children? А некоторые люди говорят, вот, кстати, вы сами посмотрите, вот тот набор картинок, что вам дали, кто думает, что это для ваших детей чересчур сложный набор? Some might even think it and not dare to raise their hand. But I've seen children at the age of 3 or 4 having severe disabilities learn how to use that, how to master that. So it's possible. Ну вот некоторые поднимают руку, но я на самом деле видела детей в 3-4 года с очень тяжелыми нарушениями двигательными и нарушениями коммуникативными, которые освоили такой набор картинок и пользуются им. I worked with a child with Down syndrome, severe cognitive difficulties, and he mastered a book this size, but just a little bit larger than this. Я работаю с мальчиком с синдромом Дауна, у которого тяжелейшие когнитивные нарушения. Так вот, он заглотил книжку потолще этой, достаточно, в общем, легко. So just because it feels hard for you does not mean your children can't learn it. Если вам это кажется трудным, это еще вовсе не доказательство, что вашим детям будет сколько-нибудь трудно с этим справиться. What about the size of pictures? For the child with 6-year-olds, yes, it is important. Да, размер картинки важен. For example, when I started with a child who was 3 years old, Я, допустим, начинала работу с 3-летним ребенком. I started with single pictures. И я начала с отдельных картинок. But within a few weeks, I started using a communication board with 20 per page. Через несколько недель я начала использовать альбом картинок, где было по 20 картинок на страницу. Now she's on 3rd grade. Сейчас она в 3 классе. And she uses a computer with a sentence-based, a large communication system in it. И она пользуется компьютером, где огромная коммуникативная система. Based on what? It's a communication system on a computer. Sentence-based picture communication. Систему коммуникации, основанную на больших предложениях. So when I met her at 3, she was nonverbal. Когда я ее 3-летнюю впервые увидела, она была невербальна. I knew my goal was to get her a computer. И я знала, что моя задача это довести ее до компьютера. So I started small with single pictures. Я начала по мелочи с отдельных картинок. But I kept moving forward all the time, one step ahead. И я продолжала двигаться вперед все время по шагу вперед. So some people might say that, modeling seems like a lot of work, and I don't know if it's worth the trouble. Некоторые люди говорят, такое впечатление, что вот при помощи картинок разговаривать, что это очень тяжкая работа, и стоит ли вообще столько усилий затрачивать. But there's lots and lots of evidence-based practice and research behind it. Но за этим всем стоит огромное количество практики, основанные на научных исследованиях, и самих по себе научных исследований. Unfortunately, I forgot to put my source on this slide. So if you are interested in knowing it, just please email me and I'll send it to you. Я, к сожалению, на слайд литературу не добавила. Вы мне просто на e-mail напишите, и я вам пришлю, если что. But modeling with pictures has been studied and it has shown that it helps with children's pragmatics. They take more turns, they're more initiative. Но работа такая вот, обучение коммуникации с картинками, исследования показали, что оно помогает детям с прагматикой, то есть они начинают чаще вступать в разговор и больше инициативы проявлять. It helps with their semantic skills. Помогает с их семантическими навыками. Their vocabulary is bigger, both what they can say and what they can understand.
И у них растет словарный запас, как то, что они могут сказать, так и то, что они могут понять. Helps with their syntax so they can produce longer sentences. Помогает с их синтаксисом, то есть они начинают выдавать более длинные предложения. And some of you may have noticed that most of the stuff that I brought with me is sentence-based, so a child always has a possibility to build a longer sentence with pictures. И вы, может быть, заметили, что большая часть того, что я с собой привезла, это на основе предложений, то есть ребенок всегда имеет возможность развиться, дойти до более сложных высказываний. And it also increases children's morphology, so those deeper elements in language. И морфологически ребенок тоже продвигается, то есть вот эти вот более глубинные элементы конструирования языка. For example, children might say, I went, using the past tense. Скажем, ребенок может сказать «я ходил» в прошедшем времени. This is something that happens a lot. People get afraid that children will stop talking if we use pictures or signs. Еще одна вещь, которая очень часто случается, народ пугается, а вдруг ребенок перестанет пытаться говорить, если у него будут картинки. I would get fired as a speech therapist probably immediately here. То есть здесь меня бы уволили из логопедов, вероятно, сразу. But again, we have studies that show this isn't true. Но, опять же, у нас есть исследования, которые показывают, что это не так. There are scientific studies that actually say that using AAC does not by any chance impede the development of speech. Существуют исследования, которые показали, что использование альтернативной коммуникации никогда никаким образом не мешает развитию речи. Again, if you are interested in those studies, just email me. Опять же, если хотите получить библиографию, просто напишите мне по электронной почте. And there's even studies that show that using AAC increases the amount of speech compared to typical speech therapy. И есть к тому же исследования, которые доказывают, что использование альтернативной коммуникации увеличивает скорость развития речи по сравнению с просто естественным развитием без картинок. If I remember correctly, this was a study about children on the autism spectrum disorder. Мне помнится, что было исследование по детям со спектром аутизма. And they would have a group of children who got more traditional speech therapy and a group of children who got AAC therapy. И они взяли группу детей, которые получали традиционные занятия с логопедом, и группу детей, которые получали занятия с альтернативной коммуникацией. And the children who got to use AAC, their speech, their actual speech, developed much better than the children receiving typical therapy. И те дети, которые получали альтернативную коммуникацию, у них речь развивалась значительно быстрее и лучше, чем у тех детей, которые просто получали традиционные логопедические занятия. So we can use pictures in many different forms. Значит, мы можем использовать картинки во множеством разных способов. We can have single pictures, which are very good to start with. Мы можем для начала очень хорошо брать отдельные картинки. But with most of my children, I start with a communication board. Но с большинством моих детей я начинаю прямо сразу с набора картинок. And a colorful one, which means that I can build sentences with this board. И поярче, чтобы я могла целые предложения при помощи этой таблички делать. In Finland, we also use a lot of communication books, which are low-tech. Значит, в Финляндии мы также используем довольно много книжек по коммуникации, which are low-tech. Low-tech, just low technology, paper.
не технических средств, а просто наборов книжек с картинками. And there's lots of different categories, lots of topics that you can talk about. И существует масса всяких категорий, масса разных тем, по которым хочется поговорить. And then also we have technological communication aids. Ну и, конечно, кроме того, существуют технические средства помощи коммуникации. If anybody's interested, I have some on my computer, so you can just ask me to show you if you want Если later on. кому интересно, у меня на компьютере они есть, я вам просто покажу. The most important thing with using AAC, with using pictures, it's not that you need to learn how to use them, it's what you can accomplish with them. Значит, самое важное при использовании альтернативной коммуникации это не то, что нужно учиться, как использовать картинки, а то, чего можно достичь при помощи картинок. Can you get dad to take you out for ice cream? Можете каким-то образом добиться, чтобы папа вас сводил за мороженым? Can you get a new friend? Подружиться с новым каким-то знакомым можете? Can you curse? Выругаться как следует можете? It's all about the essence of communication, not being able to point to the pictures you're supposed to. Это все связано с тем, что суть коммуникации заключается вовсе не в том, что вы можете тыкнуть в ту картинку, в которую вам велели тыкнуть. And with these children who are at high risk of communication disorders, the sooner you start, the better. И с этими детьми, у которых есть риск нарушений коммуникации, чем раньше вы начнете, тем лучше. Even way before they're 1 year old. А еще даже по возможности, когда им и года нет. And I want to tell you about Lucas. Я вам расскажу вам про случай Лукаса. Lucas was a slow developer. Лукас медленно развивался. Everything he did, he kind of reached all the important milestones, but slow. Все, чего он мог добиться, это не кейс Лукаса, это случай Лукаса. Значит, все, чего он мог добиться, все, до чего он доразвивался, все у него получалось медленно. Всего достигал медленно. And by the age of 2, Lucas had probably 5 words. И где-то годам к 2 у Лукаса набежало словарного запаса где-то 5 слов. And 90% of what he was saying was caca, 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 caca. Everything was caca. Caca? Just say caca. Значит, и 90% того, на что он показывал, он называл кака. It's not even a Finnish word. Слово совсем даже не финское. So Lucas's mother is a speechy like me and decided that I'm not going to wait. А мама у Лукаса, так же, как и я, специалист по речи, так она сказала, я ждать не буду. She started using communication boards really early. Она начала использовать таблицы картинок достаточно рано. And by the age of 2, Lucas had a big communication book like that one. И к 2 годам у Лукаса была такая здоровенная книжка с картинками. And by 3 months after using the book, Lucas was talking in sentences. Через 3 месяца после того, как Лукас освоил книгу, он заговорил предложениями. Nobody could understand him. Никто его понять совершенно не мог. His speech was so unintelligible. Он настолько невнятно выражался. But he was pointing to pictures and talking at the same time, so he got his thoughts across. Но поскольку он свою невнятицу, когда произносил, то при этом показывал на картинке, то его все понимали. So I'm going to show you a video of Lucas, but I'm going to tell you first what's happening there. Я вам покажу видео Лукаса, но сначала объясню, что вы увидите. So Lucas is sitting on the potty. Sorry, we're going to the toilet section here. And he's using a communication board with his mother.
А Лукас сидит на горшке, уж извините, и при помощи картинок общается с мамой. And mom always sings this party song to Lucas, and Lucas knows the words. А мама, когда он сидит на горшке, всегда поет ему песенку про горшок, и Лукас, в общем, слова знает. But this time Lucas wants to be creative. Но в этот раз Лукас решил вести себя творчески. So let's see what happens. Посмотрите, что получается. Lauletaanko vielä pottalaulu? Ja laulaksä? Петь будешь? Missä Где on находится kirja? книжка? Missä on kirja? Где книжка? Potassa. В горшке. Potassa. В горшке. Tuleeko? Она придет? On. Tuleeko? Придет Он. она? Она там. Tuleeko? On. Выходит, сейчас вышла. Missä Где? on? Tuleeko? Сейчас выходит. On. Вышла. Tulee se Она выходит pottaan. в горшок. So yes, this was Lucas being very creative with the potty song, and he was able to control mom, which was like the best thing ever for him. Значит, вот Лукас так творчески подошел к песенке про горшок, про сидение на горшке, и при этом он еще и маму законтролировал, и это для него было самое лучшее, чего только он мог добиться. And Lucas is 5 years old at the moment. На данный момент Лукасу 5 лет. He can read, Он умеет читать, he can write a little, немножко умеет писать. he does second grade math. Арифметика у него на уровне 2 класса. But it took him a long time until he was intelligible to everybody. Но чтобы его начали понимать, чего он там бормочет, у него на это ушло очень много времени. But he never felt like he wasn't able to communicate because he was using pictures as a support. Но у него так и не было такого переживания, как что он не может вступать в коммуникацию, потому что у него же картинки были с самого начала. So early intervention is key. Так что раннее вмешательство – это нечто ключевое. And using alternative means to communicate. И использование методов альтернативной коммуникации. So who's convinced now? Show of hands. Who thinks we should all be using signs and Кого я pictures? теперь убедила, будем использовать картинки. Yay! Thank you. Спасибо. Do we have any time for questions or no? Ну, вопросы осталось время? 5 минут. 5 minutes. Where do we get the pictures? We use a program at Kipina Center called Board Maker. У нас в центре есть такая программка. Она называется Board Maker, в смысле делает сразу эту таблицу картинок. Russian language is in there, so Русский язык заложен. Так что вот. so all the material you see here, and you can come and take as many pictures as you want and ask me questions later, but all the pictures here have been made with Board Maker. А все картинки в этой книжке, вы можете потом подойти и меня спросить и посмотреть и так далее. Ну вот все картинки в этой книжке, они этой программкой BoardMaker составлены, все страницы.
What if it's a child is so autistic, he's not interested in communication, sitting and not looking at you, wouldn't communicate? Yes. Ага. What I usually do with children on the autism spectrum is I am the toy. Значит, что я обычно делаю с детьми со спектра аутизма? Я игрушка. So let's say they really like bouncing on a big bouncy ball. Допустим, они очень любят подпрыгивать на большом прыгучем мячике. So I'll bounce them like bouncy, 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 bounce. Тогда я их подпрыгиваю, как бум-бум-бум, подпрыгиваю их. Then I stop. Потом останавливаюсь. And I wait for them to do something И to жду, чтобы initiate. они They want more. что-нибудь сделали, чтобы как-то инициировать запрос, что они еще хотят. That's when I take the picture more and I said, oh, you want more, let's do it more, and bounce it, and I just Тут я хватаю repeat. картинку еще, показываю им картинку еще и говорю, о, ты хочешь еще, вот это еще, и потом еще, значит, подпрыгиваю их. A really good method is also a picture exchange communication system, PECS. Очень удобный метод PECS, знаете, да? But even with PECS, you can use communication boards with autistic children as well. Even though they're not looking, it doesn't matter. You're still exposing them to picture communication, which is always good. Ну, даже из PECS вы можете картинки использовать с ребенком. Даже если ребенок не смотрит на картинки, вы, как бы это сказать, подвергаете ребенка присутствию картинок. И это на них воздействует. We could talk about children and autism spectrum and pictures for 2 days. So Ну, на самом деле, об It's a big аутизме topic. и детях и картинках 2 дня можно проговорить, не останавливаясь легко. yeah. А вот эта вот книга, она на каждый случай одна или же она универсальная на все случаи жизни? Ну, грубо говоря, на каждое... Do you have a book Одна книжка для прогулки, другая книжка... do you have those books, one book per one occasion, say a book for a walk, a book for eating or whatever, or one book for everything? One of the larger book, it covers like most topics a child needs. So it is one Когда for all большая occasions. книжка, в нее засунуты почти все темы, которые ребенку надо. But a board like this one, I might have one for going out, one for bathroom, one for playing with cars, one вот for getting такая dressed. вот карта на одном листе, у меня может быть карта для прогулки, или карта для ванны, или карта там для чего-то еще. Thank you. Thank you so much.